Криптоэнтузиасты, максимальный позитив вам в хату, максимальные, конечно же, иксы вам в хату вам желаю. Хоть даже крипта не растет, но блин. Если даже хотя бы крипта не растет, то нужно, чтобы было все на позитиве. Все на позитиве. Итак, ну что у нас? Биток минус 0.2. Ну, как говорится, понюхали зеленый понедельник и хватит с вас. Дальше будем мурыжить, ну, как всегда, как всегда. Как всегда, этот манипулятор может нас, конечно же, отмурыжить. Ну что, видно по CryptoBubbles то, что пока ничего особо не происходит. Это не беда, мы прекрасно знаем то, что крипта очень сильно реагирует на разные новости. Может быть такое, что нам подвезут, там уже что-то там Трамп, типа там какие-то заявления, что он что-то надавливает на ФРС, чтобы они включили печатный станок, что-то такое. Итак, нужно закинуться кофейком с утра. Иногда я пью воду, иногда хочу кофе попить, потому как сегодня что-то я не выспался, проснулся в 3 часа ночи. Не знаю почему, мурыжило меня, конечно. Дальше, что у нас на дневке? Альткоины тоже, конечно же, неплохо. Вообще неплохо реагируют. Смотрите, монетка BER 14%, Form 28%, CRO 33%. Что происходит с CRO? Смотрите, что она творит. Ёшкин кот, ёшкин кот. А я ее был когда-то продал осенью. За год, в принципе, CRO стоила в диапазоне 20 центов, сейчас у нас в диапазоне она стоит там, ну, сколько у нас здесь получается, 10 центов. Это у нас биржевой токен Crypto.com американской биржи. Я неоднократно говорил, что стоит присматриваться к биржевым токенам. Это не какие-то там шлакокоины, это шлакокоины из семейства биржевых токенов, и в случае какого-то там краха биржа иногда будет поддерживать свои токены, такие как BNB, например, и в дальнейшем мы можем увидеть, конечно же, рост по данным токенам. У меня BNB была, я на ней неплохо, конечно же, прокатился. Вот, BNB сейчас на данный момент $641. Так, индекс страха жадности, отметочка 46, опять страх. Страх. Вчера была у нас жадность, но перекинули все в страх. Неплохо. Вернули все в страх. На данный момент у нас все в страхе. Это хорошо. Максимально должен быть страх на этом рынке для того, чтобы мы развернулись. Но нам еще нужно, чтобы был чрезвычайный страх. Что у нас по сообществу? Вчера мы проводили стрим, рассмотрели большое количество монет. Так, нужно поставить всем лайки, реакции. Уволен. Ну, с завода уволен. Не знаю, кто там уволен. Тебе тоже ставлю реакцию. Через 1,5 месяца скажешь, что они затягивают уже на 3 месяца, потом на 6 и так далее. Блин. Дружище, чувак, ну я, конечно же, говорю все, что происходит. Я не говорю просто-напросто. Это ты говоришь, по всей видимости, по поводу доминации биткоина, что они типа затягивают. Ну, блин, я говорю то, что есть на графике. Вот у нас график, и я говорю то, что есть на графике. Я не просто себе придумываю так, что там придумал, что доминация битка туда-сюда. Мы открываем график, смотрим. То, что в прошлом цикле мы видим, что у нас произошел халвинг биткоина, да. Вот, халвинг биткоина. И до начала падения, знатного падения по доминации биткоина, у нас, смотри, прошло 330 дней, да, 330 дней, вот, 330 дней взять, 330 дней, и доминация битка начала знатно валиться. 330 дней, и мы валимся. Что у нас в этом цикле происходит? Давайте посмотрим. 330 дней, вот у нас халвинг биткоина. Вот, кто не верит, закроем эту рекламу. Иногда там от гирчиков припадает реклама. 20 апреля. И смотрим. 300. Вот, 24 марта. 340 дней. 23, 25, ну, 25 марта. 340 дней. Уже 10 дней, как мы уже должны падать по доминации, а падения мы не видим. Может быть такое, что цикл растягивается. На 1,5 месяца видно, что цикл чуть-чуть растянули, и все-таки, как ни крути, может быть такое, что затягивается с падением доминации битка. Мы это видим на собственные глаза.
И я, конечно же, это дело все подтверждаю в своих словах и в видео. Дальше, интересный момент. Я еще тоже рассматривал такой вот момент. Смотрим. То, что у нас пик доминация биткоина поставила 3 января 2021 года, это как раз была та самая коррекция, за которую я говорил буквально осенью, что будет коррекция где-то после декабря. Какая была бы коррекция, я сам не знаю. Ну, ошибка, конечно, да, я, конечно, признаю ошибки, то, что нужно было в декабре полностью покинуть рынок и дальше перезайти. Но я не хотел делать эти манипуляции у себя на портфеле. Я думаю, что у меня были нормальные, более-менее нормальные точки входа. Я не хотел ничего продавать. Это все опять заводить на биржу, продавать, потом опять заходить в рынок. Ну, не хотелось это делать. Я просто себе думаю, пережду коррекцию и все. Дождусь пика бычьего рынка, потом выйду. Посмотрю, что у нас получится. Но по факту мы видим, что это была ошибка, что у нас это цикл перезаходов. И вот мы видим, с момента, когда доминация битка поставила свой пик, до начала знатного падения, вот мы, вот, допустим, пробили вот этот диапазон 59-68, 59-68, ушло у нас примерно 90 дней. Вот, 90 дней у нас уходит, и мы начинаем падать. Что у нас в этом цикле? Давайте, 90 дней, да? В этом цикле у нас как раз доминация ставит свой пик, когда у нас в феврале был вот этот вот трамповский дамп, обвал. Вот у нас 3 февраля. И ставит доминация свой пик. 90 дней, да? 49-50 дней. С учетом сегодня у нас получается 50 дней. А 90 дней у нас будет примерно, вот где я поставил желтую линию, это будет 4 мая. Неужели мы будем мурыжиться еще до 4 мая в боковике? Вот это просто трэш. Вот если они будут мурыжить до 4 мая еще в боковике, ну это будет просто трэш. Эспрессо, офигенная штука. Ну, кофе сильно увлекаться нельзя. Можно утром там чашечку выпить, там проснулся, все. А есть люди, которые по 5 чашек в день пьют. Это, ну, ошибка, считаю. Они просто гробят свой организм. Притом кофе, оно стареет организм. Вчера я кофе не пил, сегодня, думаю, выпью. Итак, ну получается, что у нас, если будет сценарий такой, как был в 2021 году, что мы действительно будем падать через 90 дней после того, как мы поставили пик, то нас, наверное, будут еще мурыжить до мая месяца. А там, смотрите, мы привыкли то, что летом у нас постоянно идет коррекция, и типа, не будет там никакого роста, туда-сюда, там, а они возьмут и сделают летом бэби-бум. И как раз до сентября у нас будет рост. 3 месяца, лето, рост. Допустим, с середины мая по середину сентября у нас будет сильнейший рост. Мало ли, может так будет. Вот нам нужно высидеть этот период времени, дождаться хотя бы начала падения доминации битка. Но она никак не происходит. Собака-дыка. Вот собака-дыка. В принципе, опять же мы пляшем по доминации биткоина относительно вот этого вот блока 61.54. И в прошлом цикле тоже была аналогичная ситуация. Мы плясали вот здесь вот 63.5, да. Тоже длительный период времени у нас была здесь вот пляска только 63.5. 63.5. А сейчас у нас 61.5. Мы здесь продолжительный период времени пляшем. Вот, в принципе, вот так вот. Также, что у нас по капитализации? Вчера у нас чуть-чуть подросла капитализация, 2 триллиона 83 миллиарда долларов. Это неплохо, это, конечно же, неплохо. И что у нас здесь вот по статистике показывает? Опять же, нету никаких, у нас идет на данный момент раскорреляция. Нету никаких особо изменений на доминациях эфириума, альткоинов и биткоина. Ну, раскорреляция, я думаю, что закончится, и будет у нас здесь скоро корреляция, как было, вот, например, вот здесь вот в 2017 году и вот здесь вот в 2021 году.
Ну, не может быть оно так вот постоянно, что типа тут расходится и все. Придет определенный период времени, и у нас здесь будет корреляция. И тогда у нас начнется тот самый знаменитый альт-сезон. Также есть интересный, конечно же, твит одного аналитика. Вот он показывает такой вот график. Смотрим. 17 год, да. Вот у нас коррекционное движение, 17 год. Вот у нас боковой флэт по биткоину. Медвежий, вернее, бычий флаг рисовали. Коррекционное движение и идет волна роста. Вот здесь вот. Я еще сейчас это все дело выделю. Вот так вот. Вот. И мы видим здесь вот тот самый ту самую параболическую фазу роста. Вот. Аналогичная ситуация у нас была в 2021 году. Как раз мы вот заходим за зеленую скользяшку и идет эйфория. Здесь была эйфория. Также аналогичная ситуация у нас была в 2021 году. Вот здесь вот была эйфория. Тоже здесь у нас в принципе было коррекционное движение. Вот. И после этой коррекции у нас уже была эйфория. На данный момент, 2025 год, мы видим аналогичную ситуацию по биткоину. Бычий флаг рисовали. И мы пережили с вами коррекционное движение. Вот это вот коррекционное движение. И вот мы переживаем как раз вот это вот коррекционное движение. И по всей видимости мы подходим к зоне эйфории. Вот здесь у нас должна быть зона эйфории по биткоину. А это как раз у нас пробитие диапазона 100 тысяч долларов и ухода где-то выше там 120-130 тысяч долларов по биткоину. Примерно вот так вот. В принципе. Так что я думаю, что здесь закончится скоро вот это вот коррекционное движение. И будет у нас в принципе в дальнейшем эйфория на рынке. Вот мы видим дно по биткоину. Дно, восходящее движение, коррекционные движения и эйфория. Это у нас график альткоинов, вот эта вот красная скользяшка, а это у нас график биткоина. Вот. И здесь, в принципе, мы сейчас находимся, ну, как бы сказать, в реаккумуляции по альткоинам. Смена рук, слабые руки продают, сильные руки откупают, примерно вот так вот. Так что осталось недолго. И при том по временному интервалу у нас остается сентябрь 2025 года. Это пик бычьего рынка. Да, конечно же, руки чешутся. Ну и одно просто, понимаете, плохо то, что на споте очень плохо торговать. Ну, сейчас, конечно же, может быть такое, что разворачивают рынок и стоит присмотреться к каким-то альткоинам, чтобы прикупить. Если у вас получится, там возьмите хотя бы несколько позиций, на X2 дальше будете продавать. Примерно вот так вот. Также, что у нас по самому биткоину? Вчера мы рассматривали все это дело. На данный момент у нас биток формирует фигуру такую вот клин. Подписчики на стриме говорили то, что биточек наш, конечно же, может уйти на глубокую коррекцию в диапазон 73 тысячи долларов. Вот сюда вот. И только после 73 тысяч долларов восстановится и улетит сюда вот выше. Как раз у нас там есть интересная зона ликвидации. Вот у нас горячие точечки 65. И также есть интересная зона 73 тысячи долларов. Вот у нас горячая зона 73 тысячи долларов. Мы можем выйти с коррекционного движения по биткоину после достижения целей 73 тысячи долларов. Придем ли мы сюда? Ну, никто, конечно же, этого не знает. Но может быть такое, что есть вероятность, что мы пробиваем уже нисходящий клин. Здесь закрепляемся. И дальше будем двигаться вверх. Все это дело может у нас произойти на
конечно же, на позитивных каких-то новостях, которые могут нам подвести. По RSI мы видим то, что разгрузка у нас уже состоялась. Вот у нас разгрузка состоялась. И здесь у нас, в принципе, вырисовывается бычья дивергенция. Цена у нас была здесь и шла в минимум, а сила на RSI у нас уже идет в максимум. Вот. И может быть такое, что мы уже здесь, в принципе, формируем разворот. Посмотрим, понаблюдаем, но если будет, конечно же, движение в 73, то здесь будут неплохие точки входа. Конечно, нужно будет что-то там покупать, подбирать. Вот так вот. Но обычно 73 все ожидают, а никто им, конечно же, не даст. Вот так вот. Притом сейчас большое количество налипло шортистов. Вот мне говорят, типа, шорти, вот здесь вот в сообщениях, типа там, шорти, бери шорти, типа шорти. Ты не предполагай о шорти. Ну, бери шорти. Я, например, не зазываю никого на фьючерсную торговлю. Бери шорти. Я, например, шортить не хочу. Большое количество, вот уже буквально вчера, на вот этом небольшом росте по биткоину, уже шортистов выбривает. Человека сбрило по стопу на $3000. А он там набирал шорт на 50к баксов. Ну, смысл? Почему вот здесь вот никто не шортил, допустим, в январе 2025 года, а вот здесь начинают все шортить? Ну, я не знаю, это как-то нонсенс какой-то. Также, монетка Pepe. Монетка Pepe закончила, я думаю, что она свое коррекционное движение. Монетку Pepe я удерживаю. Я остаюсь также само фанатом данного мемкоина. Никуда его не девал. У меня есть портфели Shiba Inu, и Dogecoin, и Pepe есть. Есть чуть-чуть Трампа, бесплатные монеты. И есть бесплатные монеты Бонка, которые мне биржа Binance раздавала. Это было еще в 2023 году, но Бонка я потом дальше не набирал. А вот Pepe я чуть набрал так неплохо. И что по монетке Pepe? Давайте мы посмотрим. Здесь у нас нету ни инвестиций, ни вестинга. Все монеты в обороте. 90, тут даже не 90, а 100% монет в обороте. Давления на стакан нету. И максимальное количество у нас, по всей видимости, у манипулятора. У меня есть хорошая надежда на данный инструмент. Он шикарно реагирует на движение эфириума. Вчера буквально у нас было движение эфириума небольшое. И монета Pepe тоже идет за эфириумом. Вот. Конечно же, сильно они продавили с коррекцией. Я предполагал, что коррекция закончится в диапазоне где-то 4.0 единичка. Ну, может, будет закол там на девятку и дальше вернут. Но видно, что они продавили, и мы пришли к ценам примерно апреля 2024 года. И здесь, конечно, немножко негатив. Ну, я думаю, для того, чтобы скинуть лишних пассажиров, нужно было, конечно, все это дело как можно ниже продавить. Я думаю, что данный инструмент может в дальнейшем показать историю, как Shiba Inu показывала, как Dogecoin, и готов, конечно же, удерживать его в долгую. У нас, в принципе, если мы посмотрим на недельке, то здесь у нас было 5 волн роста. Вот мы можем посмотреть, что у нас началось движение на бирже Binance. Это с момента листинга на бирже Binance график. Одна волна роста. Вторая коррекционная, третья волна роста, еще одна четвертая и пятая волна роста. Это что касательно волновиков. Также у нас была одна волна коррекционная, отскок и еще одна волна коррекционная. По всей видимости, здесь уже коррекция закончилась из 3 волн, и тут, наверное, они будут отрисовывать, может быть, такой вот боковик. Вот, может, будут такой вот боковичок отрисовывать. В дальнейшем я предполагаю, что Pepe все-таки может еще пульнет в диапазон там, ну, 4.05, например, вот так вот. Я ожидаю, что может она сюда уйти. В том случае, если, конечно же, эфириум начнет рисовать разворот. Если эфириум расти не будет, то и Pepe, конечно же, по всей видимости, тоже не будет расти. Она будет ходить за эфириумом. Инструмент у нас создан на эфириуме. Давайте мы посмотрим Twitter, что тут творится в Твиттере. Pepe я покупал когда-то в 2023 году. А здесь у нас читатели Bloom, Baby Doge и BinX. Кстати, Baby Doge у меня тоже есть данный актив. Его можно приобрести на бирже Binance и на бирже OKX. Все ссылки есть в описании под видео. Также Baby Doge у меня есть. Он, в принципе, особо и не рос. Небольшое было движение.
Сейчас он опять скорректировался в интересную зону покупок. Если мы посмотрим на Baby Doge, что он тут творит глобально по графику, у нас в принципе вот что творится по Baby Doge. У нас творится то, что нужно его в принципе покупать. Была сильнейшая волна роста. Я снимал видео примерно вот здесь, вот оранжевая линия, и говорил, что нужно покупать. Вот у нас, смотрите, было 600% роста по Baby Doge. 600% роста. Сейчас мы уже конкретно скорректировались. Если у вас коррекция на 83%, если у вас есть вера в мемкоины, можно, конечно же, приобрести на какую-то часть капитала. Baby Doge у нас большое количество нолей есть, и я думаю, что может пару ноликов она закроет на том самом альт-сезоне. Движение она очень интересное показывала. И фишка в том, что здесь уже тренд потихоньку меняется на Baby Doge. Смотрите, 21 год, август месяц, восходящий тренд, потом мы ушли на медвежку. Один импульс роста был, здесь вот я продавал монетку. Второй импульс роста был, март 24 года, я вроде бы здесь не продавал уже монетку. И я думал, что мы придем к вот этим вот значениям, это у нас октябрь 24 года. Я думал, что мы придем сюда вот, и мы дальше начнем откатывать. Такой вот себе треугольник, типа мы не пробиваем его. Дальше будем откатывать. Но мы видим иную ситуацию. Мы пробиваем и показываем сильнейший тренд. И Baby Doge просто уходит на перехай 2021 года. 2021 года. Вот. Сильнейшие здесь импульсы роста. В этих импульсах можно, конечно же, поучаствовать. Притом, ну, я не знаю в дальнейшем, будет ли он расти или нет, но все равно надеюсь, что у нас здесь будет какой-то рост. И у нас здесь восходящий такой вот потихоньку тренд формируется. Может быть такое, что Baby Doge у нас уже закончил свое коррекционное движение. Здесь стоит присмотреться к покупкам Baby Doge. Если вы где-то засажены тут вверху, вот, покупали Baby Doge вверху, и в просадке, то тут как раз хорошая зона для усреднения. Если вы его не покупали, это, конечно же, не финансовый совет, ну и вы думаете, актив, который можно приобрести, чтобы что-то там в дальнейшем поучаствовать в альт-сезоне, ну, довольно неплохой, я считаю, мемкоин. Есть листинг на бирже Binance. Binance обычно какой-то шлак не листит. Можно попробовать рискнуть. Но это мемкоин, и нужно понимать, что его нужно покупать, ну, на 100 баксов, на 2 сотки, но не более. Потому как это мемкоин. Но зачастую мемкоины показывают хороший тренд в дальнейшем. Вот что. Так что, друзья, кому интересно, можете присмотреться. Не финансовый, конечно, совет. Может быть такое, что Baby Doge уже в дальнейшем не будет расти. И сюда котлетить большое количество капитала не стоит. Но Baby Doge показывает неплохой тренд. Вот, неплохой тренд. Коррекция здесь состоялась. И если что-то и покупать, то вот здесь вот как раз нужно и покупать, а не где-то там на росте. На росте нужно продавать, частично фиксировать. В принципе, вот так вот. Pepe мы посмотрели. Я думаю, что Pepe у нас завершает движение свое. Baby Doge, я тоже думаю, что у нас, в принципе, коррекционное движение здесь завершилось. Но они могут отрисовать еще какой-то боковик. В принципе, от самого донышка у нас уже тут и так была хорошая реакция, 37%. Неплохо. В принципе, вот так вот. Не исключаю то, что у нас биток может сходить в диапазон 73 тысячи долларов. Там у нас есть ликвидации лонгистов. И могут, конечно же, сюда свозить. Посмотрим, понаблюдаем, как у нас будет в дальнейшем, какие у нас будут обстоятельства. Биток, конечно же, так, в понедельник порадовали. Дальше у нас уже начинается мурыжение. Если будет мурыжение, то по временному интервалу нас могут еще, я думаю, отмурыжить еще конкретно даже и апрель. Доминация биткоина даже не собирается падать. Ну и, как говорил психолог, по всей видимости, нам нужны какие-то положительные новости для крипторынка, чтобы их подвезли, чтобы у нас была какая-то еще хотя бы одна волна роста. Вот. И на этой волне роста я считаю, что уже нужно будет присматриваться не только к покупкам, но и фиксациям позиций, покидать крипторынок, потому как в дальнейшем будет медвежка. Сейчас и так уже на данный момент страх есть то, что мы погружаемся в медвежку, многие боятся, ожидают отскок. Может быть такое, что мы действительно погружаемся в медвежку.
и на отскоке дохлой кошки нужно будет покидать рынок. Но как определить отскок дохлой кошки у нас или продолжение восходящего тренда? Вот это интересный вопрос. Если вы знаете на него ответ, пишите в комментариях под видео. Как определить, будет ли у нас отскок дохлой кошки, который будет подтверждаться движением битка в диапазон 100 тысяч долларов, или это действительно еще один разворот и волна роста? Вот это вопрос. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.